Глава 173. Дыхание Хуачена казалось принцу горячим, но от слов, которые он произнес, холодело сердце. Прячется в этом храме, мысли пронеслись подобно вспышке молнии, и Селянь в тот же миг крепко обнял Хуачена в ответ. Разумеется, вовсе не от испуга. Дело в том, что если кто-то в самом деле прячется здесь, но при этом остался незамеченным, наверняка личность эта крайне непростая. И если сейчас они дадут понять, что обнаружили чужое присутствие, возможно, инициатива вновь перейдет к противнику. А если один только Хуачен будет обнимать принца, приникнув так близко, это легко вызовет подозрение. Зато взаимные объятия будут выглядеть более-менее естественно. Селянь, незаметно осматривая обстановку, прошептал: «Как ты думаешь, где он может прятаться?» Во всем храме имелся только один вход, главный, через который они и вошли. Внутри было пусто, все представало как на ладони, и ни стола, ни ящика, за которым мог бы укрыться человек. Кроме них двоих остались только смотрители храма, превратившиеся в каменные статуи. Оба, Селянь и Хуачен, одновременно прошептали: «В каменной скорлупе». Окаменевшие статуи полые внутри. Значит, в них можно что-нибудь спрятать. Там не спрятаться живому человеку, но зато способен укрыться демон. Убедившись в этом, они пришли к одному выводу. И только Селянь собирался что-то предложить, как вдруг, случайно подняв глаза, увидел за спиной Хуачена всего в 2 чжанах окаменевшую статую. При виде нее зрачки принца сузились. При жизни это был молодой мужчина, похоже, занимавший довольно высокое положение среди служителей храма. Поскольку статуи являлись отражением предсмертных поз жителей Уюна, большинство из них застыли в крике, закрывая руками голову или же сжавшись в комок. Этот же принадлежал к тем немногим, что остались стоять. Однако Селяня заставила насторожиться вовсе не его поза, а его лицо. Черты различить не удавалось, но все еще ясно угадывалось, что левая половина этого лица искривляется в улыбке, а правая горько плачет. У Селяня вырвалось: «Это он!» Принц тут же нанес удар мечом. «ГГ!» Удивленно позвал Хуачен. Каменная статуя разбилась на мелкие осколки, которые рассыпались по полу. Но под скорлупой ничего не оказалось. Селянь, боясь упустить врага, принялся рыться в осколках. Хуачен схватил его за руку. «ГГ!» «Что ты увидел?» Селянь, схватив сразу несколько черепков, ответил: «Это каменная статуя, ее лицо было маской безликого бая». Хуачен чуть переменился в лице, но все же произнес: «Постой». Он собрал несколько осколков и на земле составил из них лицо, взглянув на которое, оба замолчали. Только что Селянь совершенно точно видел демоническую маску, наполовину плачущую, наполовину смеющуюся. Но черты лица, которые собрал Хуачен, были до неузнаваемости размазаны и ничем не отличались от остальных каменных лиц. Галлюцинация? Или принц попал под действие иллюзии? Впрочем, сидя на месте, ответа они не получат, так что двое продолжили поиски в храме, разбили и осмотрели все окаменевшие изваяния. Однако ничего нового так и не обнаружили. Подумав немного, они решили не ждать Пэймина, а сразу направиться к вершине горы, раз уж кто-то, вполне возможно, уже взбирается туда, опережая их. Сама медная печь, похоже, обладала какой-то необыкновенной силой притяжения, поскольку попытка подняться на нее при помощи серебристых бабочек не удалась, малютки не смогли поднять Селяня с Хуаченом. Видимо, и на мече взлететь не получится, поэтому придется идти пешком. И чем выше, тем круче становилась тропа, тем холоднее становилось вокруг. Вначале они ступили на тонкий слой снега, но чем дальше, тем толще он становился и мог доходить до середины голенища сапога. Спустя 4 часа нога уже по колено проваливалась в снежный покров, взбираться дальше было все труднее. Они шли довольно долго, поэтому Селянь не чувствовал холода, наоборот, покрылся испариной, а сквозь белую, как пудра, кожу заиграл легкий румянец. Принц тыльной стороной ладони стер пот со лба и обернулся, чтобы заговорить с Хуаченом, но внезапно провалился ногой в пустоту и тут же сделался ниже на 2 чи. К счастью, Хуачен все время шел прямо за ним и, похоже, был готов к чему-то подобному,
тут же вытянул Селяня наверх. «ГГ, осторожнее!» Селянь, стоя рядом с ним, снова обернулся, чтобы посмотреть, куда чуть не угодил. В земле виднелась глубокая яма, через которую чернела дыра, ведущая неизвестно куда. И если бы Селянь вовремя не схватился за края, или Хуачен секунду промедлил, принц наверняка свалился бы в эту темноту. Хуачен произнес: «На горе повсюду ямы, ступай за мной не торопясь, и все будет в порядке». Только что ГГ слишком поторопился. Оказывается, под слоем снега поверхность горы очень хрупкая и покрыта большими и мелкими дырами, количество и глубина которых неизвестны никому. Но Хуачен, что удивительно, помнил расположение каждой ямы. Селянь с облегчением выдохнул и предложил: «Хорошо. Тогда давай идти поближе друг к другу. В заснеженных горах нельзя громко кричать. И если мы по неосторожности столкнемся с чем-нибудь, даже позвать на помощь будет непросто». Но стоило принцу это сказать, сверху раздался яростный рев. «Может, хватит уже? Это какому же доброму господину достало смелости, чтобы посреди опасных и крутых заснеженных гор так громко голосить?» Селянь, ничего не понимая, посмотрел наверх. Среди белых снегов, которые накрыли здесь все, насколько хватало глаз, виднелись две маленькие точки, сцепившиеся в схватке, слышался звон оружия. Одна точка явно натягивала длинный лук и осыпала другую дождем стрел, другая же, сжимая в руках саблю Чжэньмада, воинственно размахивалась ею, отбивая все стрелы до одной. И наконечники стрел, и лезвия сабли поблескивали божественным сиянием, а оба поединщика осыпали друг друга бранью. Тот, что с саблей, как раз закричал: «Я же сказал, что мальчишку убил кто-то другой. Я сам их ищу, Наньфэн и Фуя». Не успевая удивиться появлению здесь этой парочки, Селянь чуть не выкрикнул: «Закройте рты», однако вовремя остановился, проглотил слова обратно. И если он сейчас так же беспечно станет сотрясать округу криками, выдержит ли снежная вершина рев сразу троих крикунов? Хуачен скрестил руки на груди и приподнял бровь. А они не знают, что громкие вопли в снежных горах могут повлечь за собой сход лавины. Селянь ответил: «Ну, они ведь не настолько дурные. Должно быть, знают, но такой уж у них характер, когда гнев ударяет в голову, на все остальное могут наплевать». Наньфэн и Фуя, взбешенные до крайности, дрались и переругивались друг с другом. Но битва происходила слишком далеко, по обрывкам фраз нельзя было понять, что стало причиной конфликта, да и они совершенно не замечали поднимающихся на гору Хуачена и Селяня. Принц хотел бы поскорее добраться до них и разнять, но снега сковали горную вершину, а под ногами тут и там попадались ямы, быстро подняться не выйдет никак. Пробежав 2 шага, Селянь снова провалился ногой в пустоту, пришлось поспешно отступить. Нельзя позволять им дальше сражаться, нужно их остановить. Из-за спины принца стрелой выпорхнула серебристая бабочка, которая быстро полетела наверх. Селянь сначала озадаченно застыл, но потом понял, идея замечательная. И если они сами не могут в мгновение ока взобраться на гору, нужно лишь отправить туда бабочку, чтобы передала послание. Серебристая бабочка оказалась на удивление проворна, в 3 взмаха достигла цели. Но Селянь еще не успел передать ни слова, когда на его глазах выражение лица Хуачена сделалось непомерно серьезным. Принц понял, что-то пошло не так, и спросил: «В чем дело?» Улыбка окончательно пропала с губ Хуачена, а от лица едва не повеяло лютым холодом, как от этой самой горы. Селянь повторил: «Сань Лан, скажи наконец, в чем дело?» Хуачен шевельнул губами, но ответить не успел. Селянь и сам ощутил беспричинную тревогу в сердце, сразу вздернул голову наверх, да так и застыл с широко распахнутыми глазами. С крутого склона снежной вершины, уходящей к небесам, сошел массивный пласт белого снега. Наньфэн и Фуя, поглощенные ожесточенной битвой, тоже ощутили эту безмолвную мощь, подняли головы и наконец-то поняли, что произошло. В следующий миг снежный массив, подобно плотине на 1000 ли, которая своим обрушением уничтожит все на своем пути, с оглушительным свистом и застилающими небеса грохочущими снежными волнами понесся на них. С горы в самом деле сошла лавина. Селянь схватил Хуачена за руку, развернулся и бросился бежать.
Но спустя несколько шагов вспомнил о тех двоих наверху, которые оказались еще ближе к лавине. Принц резко остановился, обернулся. Так и есть. Убрав оружие, юноши позабыли о битве и вместе помчались наутек, но Фуя почти сразу попал ногой в яму и провалился по грудь в снег. Наньфэн бежал быстрее, вот только, оглянувшись, замедлился. Похоже, принял решение вернуться. Но покуда он тратил время на колебания, убийственная снежная волна уже настигла обоих. За секунду до того, как их поглотила лавиной, Селянь выбросил вперед Жайо. Белая лента, вытянувшись бесконечной полосой, мгновенно и точно схватила Фуя и Наньфэна, вытянув из снежного моря. Хуачен бросил на них взгляд, и в его глазах сверкнуло пламя гнева. ГГ. Брось этих двоих, сейчас не до того, но Селянь крепко держал один конец Жайо и бежал, таща ленту за собой. Так нельзя. Если не помочь, их погребет здесь на 100 лет, Хуачен тяжелым голосом произнес. Не успеть, Селянь вздрогнул, что? А обернувшись, принц увидел лишь заслонившую весь мир белоснежную стену, которая обрушилась прямо на голову. Наньфэн и Фуя стали грузом, который замедлил принца. И когда лавина накатила неудержимым потоком, мощная снежная волна унесла Хуачена дальше, разлучив с Селянем. От удара Селянь не смог удержаться на ногах, его закружило белым вихрем, перевернув несколько раз с ног на голову. Принц упрямо продолжал бороться с силой лавины, но снега было слишком много, а ударная мощь слишком велика, то и дело его накрывало с головой, даже несколько раз приходилось задерживать дыхание. Последнее, что он успел крикнуть, «Сань Лан», после чего огромная снежная волна наконец поглотила его. Неизвестно, сколько понадобилось времени, чтобы заснеженная вершина вновь погрузилась в спокойствие. Тишина была долгой, но потом на ровной снежной поверхности образовался бугорок, а следом высунулась рука. Рука эта пошарила вокруг, затем показалось плечо и голова с шапкой из снега. Сделав глубокий вдох, человек откашлялся. Вскоре ему удалось, хоть и с огромным трудом, но выбраться из снежных оков. Он потряс головой и тут же сел на образовавшийся рядом сугроб. Это был Селянь. Ощущения от выкапывания себя самого из-под толстого слоя снега почти не отличались от выкапывания себя из могилы. Лицо и руки Селяня замерзли до красноты и почти совсем онемели. Он кое-как растер ладони друг от друга и подышал на них, потом поднял голову и в растерянности огляделся. Среди застилающего все вокруг белого снега он не обнаружил ни пятнышка красного. Но, не найдя искомого, Селянь не мог даже закричать: «Ты где?», ведь еще одна лавина окончательно уничтожит все их старания. Принцу пришлось встать и отправиться на поиски по снежному покрову в одиночестве. На ходу он тихонько звал: «Сань Лан! Сань Лан! Наньфэн! Фуя!» И вот что странно. Очевидно, что принц шел все по той же горе, но теперь, наедине с собой, он ощущал куда более сильный холод, чем пока они шли вместе с Хуаченом. Жайо неизвестно в какой момент тоже выскользнула из рук, что также не давало принцу покоя. Жайо ведь не могла его покинуть, а если даже на мгновение это случилось, лента сама по себе должна была вновь схватиться за принца. Почему же этого не произошло? Селяню все казалось, что где-то кроется подвох, но он никак не мог понять, где именно, поэтому просто брел, куда глаза глядят. Неизвестно, сколько он еще прошел, когда впереди, среди снежной метели, увидел силуэт. Черные волосы и белые одежды развивались на ветру, силуэт приближался медленно, опустив голову, и нельзя было рассмотреть его облик. Увидев незнакомца, Селянь с радостью побежал к нему, приветствуя друга на тропе самосовершенствования. Но больше принц не успел ничего сказать, встреченный незнакомец поднял голову. На его лице оказалась белая как кость маска, наполовину смеющаяся, наполовину плачущая. Селянь, как будто в него с размаху вонзили нож, громко вскрикнул и от собственного крика распахнул глаза. Принц сразу сел, пытаясь отдышаться. Лишь спустя какое-то время он, все еще пребывая в смятении, обнаружил, что вовсе не идет ни по какой снежной горе, а лежит в каком-то темном месте.
Выходит, то был сон. Вот почему ему все казалось таким странным. Селянь испустил долгий выдох и стер пот со лба. Пошарив по себе и вокруг руками, он выяснил, что сидит на поросшем мхом каменном полу, Фансинь висит на поясе, а Жайо, ясное дело, крепко обнимает запястье. Селянь наконец успокоился и зажег пламя на ладони, чтобы осветить место, в котором оказался. Первым же делом принц позвал Сань Лан. «Ты здесь?» Но когда огонь зажегся, принц, к своему удивлению, обнаружил, что во тьме неподалеку кто-то стоит, не издавая ни звука. И удивление оказалось немалым. Селянь немедля весь покрылся холодным потом и схватился за Фансинь. Ведь если от него в такой близости находился живой человек, он не мог не ощутить его присутствие ни при каких обстоятельствах. Однако, стоило принцу приглядеться внимательнее, потрясение вновь отступило. Ведь это оказался не человек вовсе, а каменная статуя. И к тому же она нисколько не походила на окаменевшие тела людей, которые не пережили извержение вулкана. Очевидно, что эту статую кто-то изготовил. Посветив вокруг, Селянь все сильнее в этом убеждался. Он оказался в каменной пещере, используемой для самосовершенствования. Когда-то принцу и самому приходилось, укрывшись от мирской суеты, заниматься практиками успокоения сердца и жить в скромности, поэтому обстановка была ему знакома. Получается, в этой пещере для поклонения и молитв должна была стоять вовсе не обыкновенная статуя, а образ божества. Статуя была установлена в арочном углублении, выдолбленном в стене. Фигура высокая и стройная, непринужденная поза, красивая осанка. Правая рука лежит на рукояти длинного поясного меча, и даже складки одежд вырезаны весьма искусно. Вот только была одна странная деталь. Лицо статуи скрывала легкая газовая ткань. Ткань струилась подобно туманной дымке на заре, и вот что весьма странно, закрывая лицо статуи, нисколько не портила картины целиком, напротив, добавляла таинственной красоты. Однако селяню еще никогда не приходилось видеть, чтобы божественному изваянию закрывали лицо. Он невольно потянулся, чтобы снять покров, как вдруг услышал за своей спиной «ГГ». Принц рывком обернулся и увидел неизвестно в какой момент появившийся у входа в пещеру силуэт в красном. Хуачен. Он тут же выкинул лицо статуи из головы и приблизился к нему, Сань Лан. Какое облегчение, я ведь как раз раздумывал, куда ты запропастился. С тобой все в порядке. Ты не ранен. Лавина настигла нас слишком внезапно. Хуачен вошел в пещеру со словами «не ранен». А ты, ГГ, со мной всегда все в порядке. Что это за место? Принц только теперь понял, что пространство, в котором они оказались, не ограничивается одной маленькой пещерой. За ней простирался тоннель, на вид довольно длинный, и вел он в неизвестном направлении. Селянь уже привык, что Хуачен может дать ответ на все на свете вопросы, однако в этот раз он сказал «не знаю». Наверное, мы под Снежной горой. Селянь не ожидал подобного ответа. Я было решил, что это укрытие, которое нашел Сань Лан. Неужели даже тебе неизвестно, где мы очутились? Подобное в самом деле произошло впервые. Хуачен прекрасно помнил даже расположение ям при подъеме на гору, но об этом месте ничего не знал. А ведь пещера явно не маленькая. Неужели раньше он никогда здесь не был? Селяню подобное показалось удивительным, но принц не стал задавать лишних вопросов. Подняв пламя на ладони повыше, он произнес: «Но как мы оказались здесь?» Хуачен тоже призвал несколько бабочек, чтобы давали немного тусклого света, танцуя вокруг, и ровным тоном ответил: «Должно быть, провалились в яму при сходе лавины». Вывод напрашивался именно такой. Других вариантов не было, разве только кто-то специально завел их сюда. Тут селянь невольно вспомнил свой сон, и по спине принца пробежал холодок. Затем ему еще кое-кто пришел на ум. Если мы здесь, то где же Наньфэн и Фуя? При упоминании тех двоих на лице Хуачена промелькнуло недовольство, затем он с абсолютным безразличием произнес: «Возможно, их погребло под снегом. Забудь о них. Они же, небесные служащие, не умрут». Селянь в замешательстве ответил:
пусть они и не умрут, но что, если никто их не вызволит? Не очень приятно оказаться погребенным на несколько десятков лет. А что, если и они сюда провалились? Давай для начала поищем их тут. Кстати, Сань Лан, когда твоя бабочка подлетела к ним, не слышал ли ты, о чем они говорили? Хуачен прыснул со смеху. Наверняка бранили друг друга, на чем свет стоит из-за какого-нибудь пустяка. Что хорошего от них можно было услышать, но Селяню показалось, что не все так просто. Иначе не объяснить, почему, когда бабочка подлетела к сражающимся, Хуачен столь внезапно переменился в лице. Даже сейчас, когда он засмеялся, взгляд его остался крайне недоброжелательным. Но если уж сам Хуачен не желал говорить, Селяню было неудобно расспрашивать, и они просто направились дальше по длинному каменному коридору. И лишь спустя какое-то время заметили, что устройство этой подгорной пещеры намного сложнее и запутаннее, чем могло показаться на первый взгляд. Вместо тоннеля, ведущего сразу в определенном направлении, здесь обнаружилось множество развилок, которые оканчивались каменными гротами различных размеров. И в каждом таком гроте стояла божественная статуя для поклонения. Изваяния изображали и юных божеств, и уже чуть более взрослых, но все же молодых. Позы поражали разнообразием, полулежащие, словно в томном безделье, непринужденно сидящие, будто за распитием вина, в подобающей торжественной позе, танцующие с мечом в руке. И от одеяний разбегался взгляд, на одних красовались роскошные парадные платья, на других — простые монашеские одежды, на третьих — рваные лохмотья, какие-то и вовсе были полуобнажены. Отличался и уровень мастерства скульпторов, где-то исполнение хромало, изваяния вышли грубыми и примитивными, а где-то, напротив, отличалось таким изяществом и вниманием к деталям, что волосы едва не шевелились на голове от одного взгляда. Должно быть, все статуи были изготовлены разными мастерами. Но количество и разнообразие определенно заслуживало потрясенного вздоха. И Селянь, не в силах сдержаться, непрестанно восхищался зрелищем, развернувшимся на их пути. Это же настоящая пещера 10 тысяч божеств. Интересно, кто решил устроить ее здесь? Наверняка самые ревностные их последователи. Вот только у каждой статуи имелась одна общая странность. Все лица были скрыты под тонкой тканью. А какие-то накрывались и вовсе целиком, так что оставался виден лишь подол одеяния или пара ног. Селяню стало любопытно, в чем тут дело. Он потянулся снять покров с одного изваяния и взглянуть на его лицо, однако Хуачен позади него предостерег: «ГГ, советую тебе этого не делать». Селянь обернулся и полюбопытствовал: «Почему?» «Сань Лан, тебе эти статуи не кажутся странными?» Хуачен подошел с руками за спиной и произнес: «Именно поэтому лучше их не трогать. Раз уж лица скрыты, наверняка тому есть свои причины. Голова и лицо — это место сосредоточения духовного начала всего тела. Если снять покров и позволить подозрительным изваяниям обрести дух, кто знает, что может произойти». Помолчав, он добавил: «ГГ, ты ведь хотел найти своих слуг. Пока мы их не отыскали, лучше не трогать статуи. Во избежание неприятностей». Его ответ прозвучал весьма загадочно, однако логика в нем все-таки была. Что, если снятием покрова они пробудят статуи? Тогда уж будет совсем незабавно. Селянь не относился к людям, которые из любопытства могли дать рукам волю, поэтому все же отступился после некоторых размышлений и сказал: «Мне просто интересно, что это за божества, вот и все». А еще ему было весьма интересно кое-что другое. С характером Хуачена он бы не стал опасаться каких-либо неприятностей. Захотел бы посмотреть, посмотрел бы. Принц не ожидал, что он выдумает такую причину, чтобы отговорить его. Хуачен же, между прочим, заметил: «Мы ведь на территории бывшего государства Уюн, возможно, статуи изображают наследного принца Уюна. Ничего удивительного в этом нет». Но Селянь возразил: «Боюсь, что это не так». «О, с чего ты это взял?» Селянь посмотрел на него. По фрескам, которые попадались нам на протяжении всего пути, можно четко определить особенности наряда жителей и наследного принца Уюна.
Все-таки государство существовало 2000 лет назад, их одеяния старинные и грубые по фасону, даже немного примитивные, что сильно отличается от искусного и тщательно продуманного стиля одежд на этих статуях. Поэтому, мне кажется, эти изваяния не имеют отношения к наследному принцу Уюна. Даже, возможно, что вовсе не мастера Уюна сотворили их. Хуачен улыбнулся, так что уголки его глаз прищурились. Правда. ГГ и впрямь внимателен к деталям. Селянь тоже улыбнулся. Вовсе нет, вовсе нет. Просто стиль, в котором выполнены статуи, неважно, относится ли это к работе скульптора, к наряду или же к способу изображения складок на одежде, больше похож на стиль более поздней эпохи, к тому же знакомый мне, стиль государства Синьлэ. Хуачен приподнял бровь, как видно, познания ГГ в этой области также довольно глубоки. Ну что ты? Я просто слишком много повидал божественных статуй, вот и запомнил кое-какие детали. Принц не понимал, в чем дело, но чувствовал, что в поведении Хуачена появилось нечто странное, чего раньше не было. И на этом моменте он, наконец, осознал, что именно. Тщательно скрываемое волнение.